Мы загружаем дубовые гранулы в миксер, чтобы начать наш производственный день по использованию субстрата пшеничной марки. Обычно, когда мы используем субстрат пшеничной марки, мы собираемся приготовить из него шиитаке. Это практически единственный гриб, который мы выращиваем из пшеничной марки. А пшеничная марка в этих двух синих контейнерах составляет, вероятно, около 3/4 всего объема смеси. Мы кладем это туда, потому что, если оно намокает, оно становится очень песчаным и противным, и оно плохо перемешивается. Этот гигантский мешок когда-то был наполнен пшеницей, и теперь мы просто пытаемся опорожнить его, унести отсюда. Так что сегодня мы просто приготовим смесь пшеничных сортов для субстрата. У нас есть счетчик, который измеряет в литрах количество воды, которое мы сюда наливаем. А затем на обратной стороне смеси вода вытекает из отверстий поменьше. Некоторые из них забиваются, поэтому мы берем только маленькие ножницы. Обычно мы стараемся поместить большую часть, не большую часть, а хороший кусок субстрата на левую сторону этого смесителя, просто потому что давление воды намного сильнее с левой стороны, и немного она выдыхается, как только приближается к концу. Мы обнаружили, что субстрат на левой стороне смесителя обычно увлажняется намного быстрее, чем на правой стороне. Теперь мы просто оставим это на потом. Вероятно, потребуется от 5 до 10 минут, чтобы наполнить его до нужной степени. Сейчас мы включим его и начнем добавлять пшеницу нужной марки. Это тоже выглядит довольно круто. Он очень легкий, просто супер легкий. Да. И это будет очень кстати. Как только вода начнет вытекать из этой дверцы, это будет своего рода наглядное пособие, которое сообщит нам, когда пришло время начинать перемешивание. Это означает, что на дне накопилось достаточно воды, чтобы весь этот дуб мог как следует пропитаться ею. Чтобы убедиться, что все пропитано равномерно, нам нужно расположить его сверху вниз. Поскольку ты не хочешь, чтобы оно превратилось в грязь, ты хочешь, чтобы оно приобрело действительно приятную мягкую текстуру, похожую на грязь. Если ты добавишь слишком много воды слишком рано с неправильным типом материала, это действительно станет проблемой, и ты получишь меньше материала из своей смеси. Он становится слишком насыщенным водой, а пшеница и соевые бобы особенно плохо реагируют на прямой контакт с водой, если только вы этого не хотите. Но вы можете видеть, что там остались какие-то остатки с тех пор, как мы в последний раз готовили субстрат. Обычно, если мы собираемся перейти от пшеничных отрубей к соевым, мы тщательно промываем их, чтобы убедиться, что в них не осталось никаких следов пшеничных отрубей. Но в прошлый раз, когда мы готовили смесь, это был день пшеничных отрубей, так что остатки на стенках или даже немного на дне вообще не испортят смесь. И это не значит, что вы не могли бы выращивать грибы на субстрате, подобном дубовому или пшеничному, с небольшим количеством примесей сои, но нам это не нравится. Мы предпочитаем сохранять его в чистоте. Пшеничные отруби, дубовая древесина. Стерильность на данный момент не является абсолютной необходимостью только потому, что она проходит очень тщательный процесс стерилизации, а не пастеризации. Даже в этом случае пастеризация все равно оставляет некоторое пространство для роста бактерий. В то время как, например, если что-то полностью стерилизовано, как мы делаем наши блоки, я имею в виду, что вы можете добавить в эту смесь что-нибудь бактериальное, и оно в конечном итоге погибнет под воздействием тепла, проникающего в блок. Итак, мы моем руки, следим за чистотой и можем дотронуться до миксера рукой. Это ничего не изменит. Это не повод для отказа. Где находится лаборатория? Если ты прикасаешься к чему-то в лаборатории без перчаток, тебе нужно как бы выключить, перенастроить, почистить все должным образом и вернуться к работе. Я даже не могу войти в лабораторию в грязной рубашке. Если бы я собирался заниматься этим весь день, мы бы в конечном итоге собрали весь этот субстрат в пакеты. Если бы я собирался заниматься этим весь день, вероятность того, что мне разрешат пойти в лабораторию, чтобы закончить там какую-либо работу, была бы нулевой. Из-за частичек пыли на моей рубашке. Если на мне есть какие-либо бактерии или они попали на меня воздушно-капельным путем, они могут попасть в пакеты, которые мы пытаемся принять. Таким образом, существует часть работы, в которой нет места исключениям, поскольку они стерильны, например, поддержание стерильности рабочего пространства. Но на данном этапе это не является первостепенной заботой.
Но мы предпринимаем основные шаги для того, чтобы убедиться, что мы ничего не добавляем в смесь намеренно. Мы всегда моем руки, надевая чистую одежду, и просто приступаем к делу. В это время мы обычно занимаемся чем-то, что необходимо сделать, но прямо сейчас все улажено. Так что мы просто смотрим на это и наслаждаемся небольшим перерывом, который у нас есть, прежде чем мы начнем собирать вещи. Но если говорить конкретно о пшеничном сорте, то смесь не может быть более совершенной, чем в миксере. Я не знаю, что происходит, когда все это смешивается и получается. Я действительно не знаю, что происходит, чтобы сделать это таким совершенным, но это действительно так. Красивый и разбитый, и в конечном итоге он выглядит просто как песок. Мне нравится очень приятный песок. Да, это суперконденсированный дуб, как будто это дубовые гранулы твердого прессования. По сути, это просто дубовая пыль, очень сильно спрессованная в эти гранулы. Они рассыпаются, как я уже сказал, почти как грязь. Ты знаешь, это начинается вот здесь, когда ты слегка потираешь руку, и она снова становится похожей на мягкую грязь. Именно такой, какой ты хочешь. Ты хочешь, чтобы все это выглядело именно так. Как только смесь увлажнится и начнет тереться о лопасти миксера, тереться друг от друга и сухие гранулы, она просто разрушится, и все будет выглядеть именно так. Наш провайдер Mushroom Media онлайн, я полагаю, что это было неоправданное и бесплатное подключение, поздравляю. Он начал этот бизнес как бизнес по производству древесных гранул для барбекю, и мы были первыми в своем роде, кто предоставил дубовые или любые другие древесные гранулы для выращивания грибов, и ему действительно понравилась эта идея, а затем основал отдельную компанию по производству грибных гранул или, знаете, древесных гранул специально для грибов, но таких же, как гранулы для барбекю. Теперь ты видишь, что вода начинает вытекать. А теперь я включу миксер примерно на 2 секунды или около того. Хорошо, и мы оставим его включенным еще на минуту или около того. А теперь все это влажное вещество снизу поднялось наверх, и теперь вы можете видеть, что все это гидратированное вещество находится здесь наверху. Мы дадим этому веществу на дне, этому сухому веществу, возможность вступить в контакт с водой, которая скапливается там внизу. Еще примерно 30 секунд или около того. Я включу его, и тогда он будет работать непрерывно, пока мы не закончим этот день. Мы также поместим туда всю лишнюю воду, которая вылилась во время работы, чтобы убедиться, что у нас есть точное количество воды, когда все будет готово. А теперь вода перестанет течь. Это произойдет примерно через минуту. И теперь ты видишь, что это уже произошло. Большая часть смеси была доведена до середины. Левая сторона нашего миксера наполняется водой настолько эффективно, что если бы мы снова проделали это с самого начала, то на этой левой стороне образовалась бы большая лужа. И вы не хотите, чтобы пшеница определенного сорта оставалась в этой воде в течение какого-либо времени. Поэтому мы стараемся, чтобы лужи по бокам не образовывались. Именно поэтому я знаю, что нужно добавлять больше пшеничной муки в то время, когда она начинает немного скапливаться с левой стороны. Потребовалось много ошибок, чтобы заставить этот процесс работать именно так, как мы хотим. И у нас довольно долгое время был карантин. И теперь остается только убедиться, что ты не позволяешь воде течь слишком долго. Я знаю, что нет ни малейшего шанса, что это возможно. Скорее всего, на полпути. Да, буквально на полпути к тому, где мы должны быть. Дайте этому процессу настояться еще 40-50 литров воды, а затем мы начнем добавлять нашу пшеницу. В течение этого времени я буду добавлять воду обратно. А затем мы начнем взвешивать пшеничные отруби. И нам действительно нужно добавить определенное количество фунтов для того количества смеси, которое у нас есть. Так что, похоже, мы могли бы получить здесь около 15 фунтов. А вот и первое ведро.
Хорошо, и так теперь, когда у субстрата появился шанс вступить в брак, я бы сказал, что он очень хорошо перемешивается, получается идеальное сочетание. Я не знаю, что бы вы сказали. Звони, как настоящий мужчина. Да, отличная работа. У него идеальная текстура, и мы собираемся начать раскладывать его по этим контейнерам, а когда он попадет в контейнеры, мы выложим его на стол. И я разложу его по пакетам, чтобы убедиться, что он имеет правильный вес. И мы будем делать это до тех пор, пока это не будет сделано. Да, все в порядке, ты готов? Нажми на эту кнопку, и дверь откроется. Закрой ее и запри на ключ. Теперь все перемешано настолько хорошо, что мы просто продлеваем срок службы миксера. Похоже, что теперь его больше не нужно перемешивать. Поднимайте, используя правильную технику. Все в порядке. Возьми один из наших мешков с субстрата. Воспользуйся этой упаковочной машиной, которую собрал Майк. Майк создал ее на основе одной идеи, и это самое лучшее, что у него есть. Ты должен собрать все вручную. Я рекомендую тебе приобрести трубы из ПВХ и соединители для воздуховодов или что-то в этом роде. Да, верно? Это не похоже на настенные крепления или воздуховоды. Похоже на то. Это идеальное решение. Мужчина, настоящий волшебник. Да. А затем 3 здоровенных ложки того или иного субстрата — это именно то, что нам нужно каждый раз. Is going to be about what we need every time. Чуть больше, чуть меньше. Да, там еще чуть-чуть. Пэт подойдет сюда, сложит это и поставит на сцену. И как только мы закончим со всей смесью за день, мы возьмем эти сложенные пакеты и загрузим их в субстрат или стерилизатор. По сравнению с соевым субстратом, он такой гладкий. Как я уже говорил ранее, он будет выглядеть почти как песок. Он идеален. В нем нет ничего похожего на дубовые куски. Они могут попадаться то здесь, то там, но обычно их нет. Он идеально разбит. 10 фунтов в этом пакете — это гораздо больше субстрата, чем 10 фунтов соевой смеси в этом пакете. Все дело в том, насколько хорошо она разрушается. Каждый маленький кусочек дуба смешивается с пшеничными отрубями, и получается как будто не одного кусочка, а только крупные кусочки, которые делают это все спрессованным и неприятным. Это просто как буквальный песок. И если бы ты мог просто взять песок в руку, и если бы он был немного влажным, ты мог бы придать ему практически любую форму, какую захочешь. Это именно та консистенция, которую ты хочешь. Субстрат пшеничного сорта. Да, он пушистый, это точно. Да. И еще раз повторяю, я на самом деле даже не уверен, что это за пшеничный сорт. Но я знаю, что он легкий и смешивается очень хорошо и в значительной степени используется исключительно для приготовления шиитаке. Мы использовали соломенные гранулы для эксперимента, которые мы провели, и соломенные гранулы были такими пушистыми, что мы даже не могли стерилизовать их все вместе. Их получилось около 200 пакетиков. Да. И это действительно зависит от того, с какой подложкой ты работаешь. Обычно, когда мы работаем с пшеницей, рецептура, как у нас сегодня, будет более высокой, вероятно, ближе к 180. Но когда мы используем соевый дух, она будет больше похожа на 160, может быть даже 150. Но да, где-то в этом районе от 150 до 180 градусов. И по мере того, как мы приближаемся к середине смеси, она становится немного более пышной, потому что в ней меньше влаги, чем в верхней части. Таким образом, вес сумки также будет регулироваться. Здесь, вероятно, в следующих 2 или 3 контейнерах мы, вероятно, начнем делать пакеты ближе к 9,5 или ниже, а не к 9,5 или выше. Просто потому, что вам нужно немного подстроиться, и вы не хотите, чтобы какие-либо пакеты открывались в стерилизаторе, и пшеничная мука настолько пушистая, что если пакетик будет раскрыт в стерилизаторе, давление приведет к тому, что пшеничная мука высыплется на дно стерилизатора. И это будет просто большой беспорядок, с которым никто не захочет иметь дело. Нет, ну, на самом деле, я не могу с этим смириться. Я в буквальном смысле слишком мал ростом, чтобы справиться с этой проблемой. На самом деле, это довольно мило. Я вообще не могу загрузить стерилизаторы. Я сейчас упаду в обморок. А потом мы повторим это снова. Таким образом, полный рабочий день — это 2 порции этого продукта.
И обычно у нас на этой работе работают 3 человека. Сегодня как раз один из тех выходных дней, когда у нас меньше свободного времени, а именно у нас спят. У вас, ребята, нет домашних животных. И да, нам просто придется напрячься и приостановить нашу игру в League of Legends на некоторое время. И нам просто придется остаться здесь и изготовить все 160 этих слов. Разгружайте их. Это имеет большое значение, когда в этом процессе задействовано на одного человека меньше. Просто потому, что складывание, очевидно, не самая быстрая вещь на свете. Но я могу упаковывать сумки так же быстро, как 2 человека. Люди могут сбрасывать карты не быстрее, но когда это делаем только я и Пэт, или я и кто-то еще один человек здесь, это просто занимает больше времени. Да. Так что сегодня я буду делать примерно 900 зачерпываний левой рукой за целый день. Не так ли? Что это такое? 160 раз. Не так уж и много? 3 раза. 500 раз. Неважно. Я не такой. Чувак, Я здесь не для того, чтобы подсчитывать. ты не учитель математики. И еще одна причина, по которой мы не используем этот процесс в упаковочных машинах, как я уже говорил ранее, заключается в том, что при непосредственном контакте пшеницы с водой она приобретает консистенцию, которой мы вообще ничего не ищем. И это не так уж хорошо сочетается друг с другом. Поэтому, когда мы проводим дни сортов пшеницы, необходимо внести небольшие коррективы. Немного больше ручного труда, но в результате получается то же количество мешков и те же грибы. Я не думаю, что что-то из этого приходит в голову нормальному человеку. Например, когда кто-то говорит, что я работаю на грибной ферме, о чем это заставляет тебя думать? Я не думаю, что они когда-нибудь туда пойдут. Вероятно, это хороший, хорошо освещенный склад, пара машин и что-то вроде увлажнителя. Ну, может быть и так, я не знаю. Но я не думаю, что все этапы, по крайней мере, учтены. По крайней мере, люди не знают всех этапов. Потому что я ничего не знал о грибах до того, как мы приехали сюда работать с Майком. И ты знаешь, у меня все еще есть довольно большой пробел в знаниях любителей грибов, но это эффективно. Как будто я знаю не больше и не меньше, чем большинство людей, которые работают с грибами, и мы выращиваем несколько прекрасных грибов. Так что я полагаю, это просто правильная информация, которая имеет большое значение. Так что я никогда не испорчу этот микс. Ты понимаешь, что я имею в виду? Например, если ты попросишь кого-нибудь приготовить субстратную смесь для грибов, например, для шейтаки, большинство людей не будут знать, что это. Но мои скромные познания позволяют нам готовить хорошие грибы не беспокоясь о том, да, и кроме того, выращивание грибов, как правило, не связано с пребыванием в закрытом помещении. Обычно это похоже на ферму, не так ли? Когда вы говорите, что я занимаюсь фермерством, вы никогда не заходите в закрытое помещение. Ты же не думаешь, что все обстоит именно так. Но в Фениксе это единственный вариант, если ты хочешь заниматься этим круглый год. Да, так что ты хочешь, чтобы это было красиво и компактно. Обычно ты просто ударяешь его в пол 3 или 4 раза. Это просто помогает сохранить его упакованным для загрузки. Когда мы говорим «бубы», мы имеем в виду не меня. Я не стерилизую эти продукты. Значит, они просто стоят и дышат после того, как съели горячие чипсы. Да, нет, бубы — это стерилизаторы. Потому что их стерилизация занимает около 20 часов. Так что раньше мы могли бы запустить бубы и поместить в них еще одну партию блоков в течение 3 дней между приготовлением, стерилизацией, выгрузкой и приемом. Теперь, когда мы приобрели еще несколько блоков, мы можем вернуться завтра и проделать то же самое, а затем, когда эта партия блоков будет стерилизована, мы можем просто подключить остальные 3 блока и начать этот процесс немедленно, не дожидаясь, пока они остынут. Да. Так что да, мы хорошенькие. Мы созданы для того, чтобы быть суперзвездами. Мы очень эффективны. Да, действительно эффективно. Теперь мы готовы ко всему. Да, еще пара дней продюсирования, еще пара дней стряски. Стряска и постановка. Да, стряска отнимает у него всю энергию. Мне нужно хорошенько потренироваться, прежде чем я приступлю к работе. Я должен прийти подготовленным, чувак, в те дни, когда я встряхиваюсь. Примерно через 4 часа после завершения стерилизации, когда они еще горячие, но не слишком, чтобы с ними можно было работать, самое время встряхнуть пакеты и засыпать в них зерно. Да, все рушится. Потому что, когда ты вынимаешь их, и они остывают, они как бы затвердевают, и иногда действительно трудно безопасно разбить кубики, не разорвав пакет. А если ты приготовишь их в горячем виде, а они все еще будут лежать в мешке, это будет намного проще. Я имею в виду, что днем и ночью их легче разделить и сделать прививку.
Я бы сказал еще 4. Еще 4 порции.